Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года номер 1 ФКЗ о военном положении. Статья 7. Меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение. 1. На территории, на которой введено военное положение. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применяются меры по организации производства продукции, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, обеспечения вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований, создаваемых на военное время, далее специальные формирования и для нужд населения. 2. На основании указов Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение, применяются следующие меры. 1. Усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникации, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. 2. Введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. 3. Эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений. 4. Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней. 5. Приостановление деятельности политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду или агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность Российской Федерации. 6. Привлечение граждан в порядке, установленном правительством Российской Федерации, к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных, разрушенных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями. 7. Изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества. 8. Запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства. 9. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий. 10. Запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций. 11. Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. 12. Запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное время суток и предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам военного управления права при необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств, а по основаниям, установленным федеральным законом, задержание граждан и транспортных средств. При этом срок задержания граждан не может превышать 30 суток. 13. Запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, у граждан производится изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ. А у организации изъятие наряду с оружием, боеприпасами, взрывчатыми и ядовитыми веществами, боевой и учебной военной техники и радиоактивных веществ. 14. Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для нужд обороны. Запрещение работы приема передающих радиостанций индивидуального пользования. 15.
Введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами. 16. Интернирование, изоляция, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права граждан иностранного государства, воюющего с Российской Федерацией. 17. Запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации. 18. Введение в органах государственной власти, иных государственных органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности. 19. Прекращение деятельности в Российской Федерации иностранных и международных организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные организации осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации. 3. Меры, предусмотренные подпунктом 16 пункта 2 настоящей статьи, могут применяться в период действия военного положения только в случае агрессии против Российской Федерации. 4. На территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся. 5. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие применение мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, могут быть приняты как в период действия военного положения, так и до его введения.